продолжаю говорить о Рисорджименто, это вторая часть, всего их будет 5. Многие ключевые интеллектуальные и политические лидеры действовали в изгнании. Большинство патриотов Рисорджименто жили и публиковали свои работы за границей после нескольких неудачных революций. Изгнание стало центральной темой основополагающего наследия Рисорджименто, как повествование о борьбе итальянской нации за независимость. Изгнанники были глубоко погружены в европейские идеи и часто осуждали то, что европейцы считали итальянскими пороками, особенно изнеженность и ленность. Эти негативные стереотипы возникли из представлений эпохи просвещения о национальном характере, которые подчеркивали влияние окружающей среды и истории на моральные устои людей. Итальянские эмигранты как бросали вызов стереотипам, так и принимали их и, как правило, создавали свой образ будущей итальянской нации в соответствии со стандартами европейского национализма. В 1820 году либеральные испанцы успешно подняли восстание, требуя принятия Конституции, что повлияло на развитие аналогичного движения в Италии. Вдохновленный испанцами полк армии королевства обеих Сицилий под командованием Гульельмо Пеппе поднял мятеж, захватив часть обеих Сицилий. Король Фердинанд I согласился принять новую конституцию, однако революционерам не удалось заручиться поддержкой населения, и они пали под натиском австрийских войск. Фердинанд отменил конституцию и начало систематическое преследование известных революционеров. Многие сторонники революции, включая ученого Микеле Амари, в последующие десятилетия были вынуждены отправиться в изгнание. Лидером революционного движения 1821 года в Пьемонте был Санторо ди Санта-Роза, который хотел свергнуть австрийцев и объединить Италию под властью Савойской династии. Пьемонтское восстание началось в Алессандрии. В ответ король Виктор Эммануил I отрекся от престола, а принц Карл Альберт утвердил новую конституцию, чтобы успокоить революционеров. В дальнейшем произошло отречение от конституции и обращение за помощью к Священному Союзу. Войска ди Санта-Розы потерпели поражение, и пьемонтский революционер бежал в Париж. В Милане Сильвио Пеллико и Пьетро Маранчелли организовали несколько попыток ослабить власть австрийского деспотизма косвенными образовательными средствами. В октябре 1820 года Пеллико и Маранчелли были арестованы и заключены в тюрьму. Как утверждает Деннис Макс Смит, в 1830 году мало кто верил, что итальянская нация может существовать. На полуострове было 8 государств, каждое со своими законами и традициями. Ни у кого не было желания или ресурсов возродить частичный эксперимент Наполеона по объединению. Мировое соглашение 1814-15 годов лишь восстановило региональные разногласия. Итальянцы, которые питали патриотические чувства, были отправлены в изгнание. После 1830 года революционные настроения в пользу единой Италии начали возрождаться, и серия восстаний заложила основу для создания единой нации на итальянском полуострове. Герцог Модены Франческо IV был честолюбивым человеком и надеялся стать королем Северной Италии, увеличив свою территорию. В 1826 году Франческо ясно дал понять, что не будет действовать против тех, кто подрывает сопротивление объединению Италии. Революционеры в регионе начали организовываться. Во время июльской революции 1830 года во Франции революционеры вынудили короля Карла X отречься от престола и создали июльскую монархию при поддержке нового французского короля Луи Филиппа I. Луи Филипп пообещал либеральным революционерам, таким как Чиро Менотти, что он вмешается, если Австрия попытается ввести войска в Италию. Однако Луи Филипп, опасаясь потерять свой трон, не стал вмешиваться в запланированное Менотти восстание.
Герцог Модены отказался от своих сторонников Карбонариева, арестовал Менотти и других заговорщиков в 1831 году и завоевал свое герцогство с помощью австрийских войск. Менотти был казнен, и идея революции с центром Модени угасла. Необходимо отметить, что впоследствии Менотти стали считать мучеником итальянского ресорджимента. В 1879 году в Модене был воздвигнут памятник Менотти. Джузеппе Гарибальди назвал своего ребенка в его честь. В то же время другие восстания вспыхнули в папских представительствах. Восставшие провинции планировали объединиться в объединенные итальянские провинции, что побудило папу Григория XVI обратиться к Австрии за помощью в борьбе с мятежниками. Австрийский канцлер Клеменс фон Меттерних предупредил Луи Филиппа, что Австрия не намерена оставлять итальянские дела без внимания и что французское вмешательство недопустимо. Луи Филипп отправил военно-морскую экспедицию в Анкону, которая восстановила там папскую власть и даже арестовала итальянских патриотов, проживавших во Франции. В начале 1831 года австрийская армия начала свой поход по итальянскому полуострову, постепенно подавляя сопротивление в каждой восставшей провинции. Эти военные действия подавили большую часть зарождающегося революционного движения. В 1844 году два брата Атилио и Эмилио Бандьера, члены молодой Италии, планировали совершить набег на побережье Калабрии против королевства обеих Сицилий в поддержку объединения Италии. Они собрали отряд примерно из 20 человек, готовых пожертвовать своими жизнями, и 12 июня 1844 года отправились в путь. 4 дня спустя они высадились недалеко от Кротоны, намереваясь отправиться в Козенцу, освободить политических заключенных и выпустить свои прокламации. К несчастью для братьев Бандьера, они не нашли банду повстанцев, которая, как им сказали, ждала их, поэтому двинулись в сторону региона села. В конце концов их предал один из членов их отряда и несколько крестьян, которые приняли их за турецких пиратов. Против них был послан отряд жандармов и добровольцев. После короткого боя весь отряд был взят в плен и припровожден в Козенцу. В дальнейшем братья Бандьера и 9 их товарищей были расстреляны. В некоторых источниках говорится, что падая они кричали «Да здравствует Италия!». Моральный эффект был огромен по всей Италии, действия властей были повсеместно осуждены, а мученическая смерть братьев Бандьера принесла свои плоды спустя время. В 1847 году состоялось первое публичное исполнение национального гимна Италии. 5 января 1848 года революционные волнения начались с забастовки, гражданского неповиновения в Ломбардии, когда граждане перестали курить сигары и играть в лотереи, что лишило Австрию соответствующих налоговых поступлений. Вскоре после этого начались восстания на острове Сицилия и в Неаполе. В результате восстания на Сицилии было провозглашено королевство Сицилия, а Руджеро VII возглавлял независимое государство до 1849 года, когда 15 мая 1849 года армия Бурбонов силой вернула себе полный контроль над островом. В феврале 1848 года в Тоскане произошли восстания, которые были относительно ненасильственными, после чего Леопольд II даровал тосканцам конституцию. В феврале, вскоре после этой уступки, в Тоскане было сформировано Временное республиканское правительство. 21 февраля Папа Пий IX даровал конституцию папским государствам, что было одновременно неожиданным и удивляющим фактором, учитывая историческую непокорность папства. 23 февраля 1848 года король Франции Луи Филипп был вынужден бежать из Парижа, и была провозглашена Вторая французская республика. К тому времени, когда произошла революция в Париже, конституции были приняты в 3 местах в Италии, точнее в 4, если считать Сицилию. Тем временем в Ломбардии напряженность нарастала, пока 18 марта 1848 года миланцы и венецианцы не подняли восстание. Восстанию в Милане удалось изгнать австрийский гарнизон после 5 дней уличных боев с 18 по 22 марта. Австрийская армия под командованием маршала Йозефа Радецки осадила Милан, но из-за дезертирства многих его солдат и поддержки восстания миланцами они были вынуждены отступить в Квадрилатеро. Вскоре Карл Альберт, король Сардинии, правивший Пьемонтом и Савойей, по настоянию венецианцев и миланцев решил, что настал момент объединить Италию, и объявил войну Австрии. Она известна как Первая война за объединение Италии. После первоначальных успехов при Гойто и Пескьере дель Гарде он потерпел сокрушительное поражение от Йозефа Радецки в битве при Кустоце 24 июля. Было заключено перемирие, и Радецкий восстановил контроль над Ломбардо-Венецианским королевством, за исключением самой Венеции, где при Даниэле Манин была провозглашена республика Сан-Марко. Пока Радецкий укреплял контроль над Ломбардо-Венецианским королевством, дела приняли более серьезный оборот. Монархи, которые неохотно согласились на принятие конституции в марте, вступили в конфликт со своими министрами. Поначалу республики одерживали верх, вынуждая монархов бежать из своих столиц, включая папу Пия IX.
Первоначально Пий IX был в некотором роде реформатором, но конфликты с революционерами испортили его отношение к идее конституционного правления. В ноябре 1848 года, после убийства министра Пеллегрино Росси, Пий IX бежал как раз перед прибытием в Рим Джузеппе Гарибальди и других патриотов. В начале 1849 года были проведены выборы в учредительное собрание, которое 9 февраля провозгласило Римскую республику. 2 февраля 1849 года на политическом митинге молодой римский священник Карло Ардуини выступил с речью, в которой заявил, что светская власть Святого Престола является исторической ложью, политическим самозванством и религиозной безнравственностью. В начале марта 1849 года Джузеппе Мадзини прибыл в Рим и был назначен главным министром. В Конституции Римской Республики свобода вероисповедания гарантировалась статьей 7. Независимость Папы Римского как главы католической церкви гарантировалась статьей 8, в то время как смертная казнь была отменена статьей 5, а бесплатное государственное образование было предусмотрено статьей 8 Конституции Республики. Прежде чем державы смогли отреагировать на основание Римской республики, Карл Альберто, армия которого была обучена польским генералом Войцехом Хшановским, возобновил войну с Австрией. 23 марта 1849 года он был быстро разбит Йозефом Радецки при Наваре. Карл Альберт отрекся от престола в пользу своего сына Виктора Эммануила II, и амбициям Пьемонта по объединению Италии или завоеванию Ломбардии был положен конец. Война закончилась подписанием мирного договора 9 августа. Народное восстание вспыхнуло брешей в тот же день, что и поражение при Наваре, но было подавлено австрийцами 10 дней спустя. Оставались Римская и Венецианская республики. В апреле в Рим были направлены французские войска под командованием Шарля Удино. По-видимому, сначала французы хотели выступить посредниками между папой и его подданными, но вскоре французы были полны решимости восстановить папу. После двухмесячной осады 29 июня 1849 года Рим капитулировал, и папа был восстановлен в правах. Гарибальди и Мадзини вновь бежали в изгнание. В 1850 году Гарибальди отправился в Нью-Йорк. Тем временем австрийцы осадили Венецию, которую защищала добровольческая армия под командованием Даниэля Манин и Гильермо Пепе, которые были вынуждены сдаться 24 августа. В Бельфиоре массово вешали борцов за независимость, в то время как австрийцы начали наводить порядок в Центральной Италии, возвращая к власти изгнанных правителей, восстанавливая папский контроль над дипломатическими представительствами. Таким образом, революции были полностью подавлены. Важно указать, борцов за независимость, которых вешали в Бельфиоре и называют мучениками Бельфиоре. Мученики Бельфиоре – это группа борцов за независимость, приговоренных к смертной казни через повешение в период с 1852 по 1853 год во время итальянского ресорджимента. Повешение было первым в длинной серии смертных приговоров, вынесенных Йозефом Радецки, генерал-губернатором Ломбардо-Венецианского королевства. В целом эти приговоры ознаменовали собой кульминацию австрийских репрессий после Первой войны за объединение Италии и провал всей политики репатриации. Моральный дух, конечно, был сильно подорван, но мечта Рисорджимента не умерла. Вместо этого итальянские патриоты извлекли несколько уроков, которые позволили им действовать гораздо эффективнее при следующей возможности в 1860 году. Военная слабость была очевидной, поскольку Франция и Австрия полностью превосходили небольшие итальянские государства. Во-первых, Франция была потенциальным союзником, и патриоты поняли, что сначала им нужно сосредоточить все свое внимание на изгнании Австрии с готовностью предоставить французам все, что они захотят в обмен на существенное военное вмешательство. В результате этого Франция получила Ниццу и Савой в 1860 году. Во-вторых, патриоты поняли, что Папа Римский враг и никогда не сможет стать лидером объединенной Италии. В-третьих, они поняли, что республиканство слишком слабая сила. Объединение должно было основываться на сильной монархии, а на практике это означало опору на Пьемонт при короле Виктории Эммануиле II. Камило Бенсо ди Кавур был выдающимся лидером. Он был сторонником модернизации, интересовался улучшением сельского хозяйства, банками, железными дорогами и свободной торговлей. Как только цензура позволила, он начал выпускать газету Рисорджимента, в которой призывал к независимости Италии, созданию Лиги итальянских правителей и умеренным реформам. Король прислушался к его мнению, и в 1852 году он стал премьер-министром. Он руководил эффективным и деятельным правительством, способствуя быстрой модернизации экономики, одновременно улучшая управление армией, финансовую и правовую системы. Он обратился за поддержкой к патриотам по всей Италии. В 1855 году королевство стало союзником Великобритании и Франции в Крымской войне, что придало дипломатии Кавура легитимность в глазах великих держав.